Всем привет! Сегодня мы рассмотрим, как создать новый бандл для JS-DOS. JS-DOS работает как с DOS программами, так и с Windows программами. Поэтому бандл можно создать как для DOS программы, так и для Windows программ. По большому счету, шаги для создания того или иного бандла одинаковые, но есть некоторые нюансы. Поэтому сегодня мы рассмотрим оба варианта. Сегодня мы будем создавать бандлы для двух игр: Quake и Age of Empires. Quake — это игра, которая работает из-под DOS, а Age of Empires — игра, которая работает из-под Windows. Соответственно, нам нужно будет создать два вида бандла: простой и для работы с Windows. Начнем с простого бандла для игры Quake. Я распакую архив с игрой в директорию. Готово. Вот файлы игры. Теперь нам нужно создать для нее бандл JS-DOS, чтобы она могла работать в браузере. Перейдем в студию. Студию можно открыть по ссылке, указанной в документации. Она находится на сайте DOSZone. И попасть в нее можно, набрав студию в поиске. Находясь в студии, мы выбираем кнопку «Создать пустой бандл». Студия предлагает нам на выбор несколько конфигураций. В общем случае, если ваша игра маленькая, она не требует Windows, лучше всего выбирать первую конфигурацию 7XX, потому что она совместима с предыдущими версиями JS-DOS, и она позволяет использовать эмуляцию как DOSBox, так и DOSBox X. В общем, это самый универсальный вариант, и лучше использовать и ее, если есть такая возможность. Мы выбрали конфигурацию, теперь мы запускаем эмулятор. Все, эмулятор запущен. На данный момент он не содержит ничего, кроме конфигурации JS-DOS, которую мы выбрали ранее. Теперь нам нужно загрузить в бандл файлы игры. Для этого есть специальная кнопка с диском. Мы на нее нажимаем, и открывается файловый Explorer файлов, которые есть в бандле. На данный момент, как мы видим, здесь только конфигурация JS-DOS. Для добавления файлов можно использовать кнопку «Добавить файл». Она позволяет выбрать один файл, который добавить в бандл. Или кнопку «Добавить директорию». Она добавит все файлы из указанной директории. То есть мы выбираем директорию Quake и нажимаем кнопку «Upload». Браузер спрашивает подтверждение, хотим ли мы загрузить 24 файла. Мы соглашаемся, и происходит загрузка файлов. Как видите, файлы загрузились, но эмулятор по-прежнему показывает, что директория не содержит файлов. Это происходит потому что эмулятор DOSBox кэширует файловую систему для более быстрой производительности. И у нас здесь есть две опции. Если мы хотим в текущей сессии перезагрузить диск, то мы должны отмонтировать его. Мы пишем команду для отмонтирования диска. И теперь мы монтируем его обратно. Мы его примонтировали, переходим на этот диск. Как видим, здесь файлы появились. Соответственно, мы можем сейчас запустить Quake или произвести какую-то настройку. То есть мы пользуемся DOS до тех пор, пока не настроим игру и не убедимся, что она работает корректно. В данном случае все должно работать корректно из коробки. Поэтому перейдем сразу к созданию бандла. То есть после того, как вы настроили все, что хотели, вы создаете бандл JS-DOS. Для этого вы используете кнопку «Скачать бандл».
вот эта кнопка. Необходимо подождать некоторое время, пока бандл создастся. После этого он автоматически скачивается в какую-то директорию, ну, в директорию загрузки. И теперь мы можем использовать этот бандл для того, чтобы запустить Quake в браузере. То есть мы выбираем бандл и запускаем его. Как видите, все файлы находятся здесь, и мы можем запустить игру. Она работает. Она работает, но пользователям неудобно каждый раз писать Quake.exe для запуска игры. Поэтому мы должны изменить нашу конфигурацию, чтобы она автоматически стартовала игру. Как это сделать? Откроем редактор и, используя кнопку «Перезапустить текущий бандл с новой конфигурацией», это вот эта вот кнопочка, она переводит вас в редактирование конфигурации, мы изменим нашу конфигурацию. Нужно немножко подождать. Так. Мы переходим в секцию автозапуска и вводим команду Quake.exe. Теперь наш бандл будет автоматически запускать Quake. Видите, он автоматически запустился. Теперь нам остается только сохранить этот бандл у себя на диске. Все. Мы создали бандл с игрой Quake. Можем проверить, что он работает. Как видите, все работает. Что делать дальше с этим бандлом, решать вам. Вы можете выложить его у себя на веб-сайте, используя API.JS-DOS. Либо, если вы не создаете веб-сайт, а просто хотите опубликовать вашу игру, то вы можете перейти в канал, телеграм-канал JS-DOS, телеграм-канал DOS-Zone или в Discord и попросить опубликовать ваш бандл. Если он сделан достаточно качественно, мы опубликуем его на сайте DOS-Zone. Итак, это был способ создания бандла для DOS. Теперь же мы хотим создать бандл для Windows 95 игры, для Age of Empires. Соответственно, шаги примерно такие же. Первым делом распаковываем игру в какую-нибудь директорию. Все, игра распаковалась. Здесь мы видим файлы игры. Теперь мы должны создать бандл. Нажимаем кнопку создания пустого бандла и затем выбираем конфигурацию, которая нам подходит. В данном случае нам подойдет Windows 95. Конфигурация Windows 95 предполагает, что у нас есть системный диск с Windows, и нам нужно добавить к нему дополнительный диск с игрой Age of Empires. Но мы еще не создали никакого диска, поэтому переходим во вкладку редактирования сетевых дисков и создаем новый пустой диск. Но как таковой диск создать нельзя, можно только сделать копию какого-то существующего диска. JS-DOS предоставляет системные диски, в документации они описаны, и нас интересуют пустые диски. Это FAT16 на 256 мегабайт и FAT32 на 2 гигабайта. В зависимости от размера вашей игры выбираем подходящий. Рекомендуется брать самый минимальный. В данном случае нам подойдет диск FAT16. Нажимаем кнопку Fork и вводим название диска. Допустим, Age of Empires версия 1. Нажимаем кнопку Fork. Этот диск создался. Можно проверить, чтобы у нас появился в списке. Переходим во вкладку конфигурации и для диска D выбираем вновь созданный диск Age of Empires
V1. Все. Мы определились с конфигурацией. Теперь запускаем эмулятор. Важно отметить, что мы хотим иметь возможность записи на диск. Запускаем. Как видите, подключены два диска. Первый диск Windows 95, второй диск Age of Empires. Теперь мы можем сохранить наш бандл для последующего использования. Нажимаем кнопку «Скачать бандл». Смотрим. Вот он скачался. Теперь мы будем использовать этот бандл для последующих загрузок нашего Windows. Ключевое отличие от предыдущего способа создания бандла в том, что мы в первом случае вначале копируем файлы игры в файловую систему бандла, а затем создаем бандл. Во втором случае мы вначале создаем бандл, а потом будем копировать в него файлы. Почему это важно? Потому что в случае Windows 95 и вообще сетевых дисков файлы DOS, файлы игры, файлы Windows, они должны храниться на сетевом диске. Если мы добавим их перед созданием бандла, мы, получается, скопируем файлы не на сетевой диск, а скопируем файлы в сам бандл. И наш бандл будет большой. То есть вот Age of Empires 100 мегабайт весит. И если мы его добавим в бандл, у нас бандл будет 100 мегабайт. Нам это не надо. Нам нужно бандл, в котором есть только конфигурация, а вся информация хранится на сетевом диске. То есть вот сейчас мы уже создали бандл пустой. У него нету файлов, но у него есть конфигурация, и он знает, какие диски подключать. Windows 95, Age of Empires. Теперь, после того, как мы создали бандл, мы его больше не трогаем. Вместо этого мы подключаем файлы Age of Empires к уже созданному бандлу. То есть выбираем папку Age of Empires, она у меня выбрана, и загружаем. $210 мегабайт должно хватить. Соответственно, мы создали конфигурацию, мы подключили к ней файлы Age of Empires, и теперь мы должны примонтировать эту файловую систему, вот эту вот, которая сейчас существует, как диск E, потому что диск C у нас Windows 95, диск D у нас Age of Empires, сетевой диск, а диск E, соответственно, будет нашей файловой системой. Если мы используем ISO-образ, мы монтируем не нашу файловую систему, а этот ISO-образ. Для этого используется команда image mount e, имя диска, бла-бла, ISO. Но так как у нас просто распакованная игра, мы просто монтируем текущую директорию файловой системы как диск E. Все, теперь мы загружаемся с диска C в Windows 95. Итак, мы загрузились. И как вы видите, у нас есть диск D, C и E. На диске E у нас хранится Age of Empires, который мы будем копировать на сетевой диск. Выбираем копии и вставляем прямо на диск D. Копирование будет продолжаться относительно длительное время, потому что данные отправляются на удаленный сервер. И копирование происходит волнообразно. Иногда оно идет быстро, потом замедляется, потому что происходит буферизованная запись, когда данные вначале накапливаются в памяти, а потом единоразово отправляются на сервер. То есть, когда копирование идет быстро, заполняется память, когда оно приостанавливается, это значит, данные сейчас отправляются на сервер. Текущий прогресс можно примерно оценить, нажав на кнопку статистики, которая показывает всякую разную статистику эмулятора. И в данном случае нам интересен HDD send, что значит количество отправленных данных. То есть на данный момент отправлено на сервер 33 мегабайта
А всего игра занимает примерно 210. Соответственно, можно представить, сколько она примерно будет копироваться. Ну, я, конечно, ускорю видео, чтобы вам не ждать. Итак, файлы записались. И теперь мы можем просто перезагрузить компьютер, но важно перезагружать его, используя выключение или перезапуск, иначе вы можете повредить свои диски, потому что любое изменение, оно немедленно отправляется на сервер. Выключаем компьютер. Все, наш бандл полностью готов. Запускаем. Если мы сейчас откроем вкладку JSDOS, файловая система, вы видите, здесь только конфигурация, нет никаких лишних файлов, потому что все они сохранены на диске D. Соответственно, мы можем boot C добавить в саму конфигурацию, чтобы автоматически запускать Windows. Находим автозапуск и пишем boot C. Готово. Теперь нам нужно просто сохранить этот бандл. Все. Бандл с игрой и Windows 95 готов. Вы можете опубликовать его у себя на сайте, либо отправить нам на DOSZone, чтобы опубликовать его на DOSZone. Может быть, единственное дополнительное замечание, что если у вас слабый компьютер, то Windows может работать медленно. Поэтому мы рекомендуем использовать DOSZone браузер. Его можно найти, написав download. Он есть практически все операционные системы. Могу показать, как он выглядит. Все то же самое, но просто в нем все работает быстрее. Так что рекомендую его использовать. Но если не хотите, как бы не настаиваю. Это все. Теперь мы научились создавать сетевые диски, просто обычные бандлы. И если вы хотите опубликовать его на сайте у себя, следуйте документации на сайте JSDOS. Раздел Getting Started. Всем спасибо. До свидания.